Всем привет! Вы на канале Польза.ком. И сегодня я вместе с вами сравню два браслета концерна Xiaomi, а именно фитнес-браслет Mi Band 3 и фитнес-браслет Mi Ninja Hey Plus. Как некоторые считают Mi Band 4 по 10 основным важным для меня критериям. Оба форварды носимых гаджетов, но работают не только в разных программах, но имеют слегка разный внешний вид, несмотря на то, что продукты одного концерна Xiaomi. В третьем Mi Band я набегал этим летом больше 1000 километров, а четвертый тестирую пятые сутки и уже выгрузил на канал обзор на его полную настройку. Кстати, как и на третий Band. Ну что, начнем, но кто лучше или хуже решать вам, а я просто расскажу об их различиях быстро и мое мнение по поводу этих различий. Понеслась. Первое, и для многих не важное, но важное для подарка, то после чего каждый 10-й пользователь выключает мой обзор, а я не мыслю хорошего продукта без этого. Упаковка. Оба браслета упакованы и преподносятся покупателю как товары премиум сегмента. При том, что Hey Plus имеет коробку, очень напоминающую яблочные девайсы. Особенно фотографии, размер в размер на самой упаковке, при том, что плотность упаковки у Hey Plus позволяет в довольно тонком пакете долететь до покупателя даже без смятых углов, что более чем похвально. Второй экран. Здесь я не стану долго останавливаться, потому что пусть сенсор у Mi Band 3 и работает не в двух направлениях, как у Hey Plus, а в 4, но Hey Plus оснащен AMOLED экраном, настолько ярким и насыщенным, что вы долгое время не будете верить своим глазам. Никогда не думал, что такое смогут реализовать в бюджетном браслете, но как вы видите, они смогли. В итоге вы даже фотографию можете поставить на заставку, и она будет выглядеть там не хуже, чем на экране вашего телефона. Размер экранов 0,95 дюйма у Hey Plus против 0,78 дюйма OLED-овского экрана у Mi Band 3. Как вы видите, у Mi Band 3 он не цветной. Третье — это цена. На старте продаж у Mi Band 3 она была приблизительно такая же, как и у Hey Plus. И я уверен, что с нынешних $46 Hey Plus опустится, если не на уровень Mi Band 3, с его фантастическими на данный момент $23, но очень близко к нему. На данный момент Hey Plus ровно в 2 раза дороже, и это факт. Это такая мини-альтернатива Amazfit Core. Кто знает, тот поймет, кто не знает, можете посмотреть на моем канале обзор на этот браслет. Кстати, очень хороший. Четвертое. Локация. Это довольно интересно, но я считаю, что NFC в Mi Band 3 бесполезен совсем. И пусть у Hey Plus на данный момент необходима активация через номер Китая, но Hey Plus через Mi Home уже можно использовать как ключ для цифровых дверей. И несмотря на то, что Hey Plus работает только через хаб, он уже может управлять умным домом, а от Midge через сценарии. Так что пусть он сейчас и мега-китаец, даже без глобальной прошивки, но он все равно уже полезен. Пятое. Удобство и физические различия. Я бы сказал, что Hey Plus это реинкарнация второго бенда. Его слегка утопленный относительно корпуса экран, немного тугой, но крайне надежный ремешок, хотя он вроде бы выглядит идентично к третьему, но он не такой по ощущениям. И слегка меньше относительно третьего Mi Band корпус, посаженный в стакан из гибкого пластика, наводит на мысль, что хотя это и не те инженеры, которые создали Hey Plus, все недостатки третьего бенда устранили на ура. Такое ощущение, что они просто почитали форумы пользователей и решили создать то, что ищут и жаждут массы. Но единственное, туда они GPS не засунули. Хотя мы просили. Шестое. Автономность. Пусть цифры и говорят сами за себя, но вдумайтесь, Mi Hey Plus с цветным экраном живет 10 дней. И пусть Mi Band 3 здесь бесспорно лидер с его 20 сутками, но AMOLED. 10 дней это более чем достойно. Кто не подписан, подпишитесь. На канале всегда минимум 2 конкурса, на данный момент все 4, обзоры минимум раз в неделю, чаще 3 раза. Для 2 из 4 конкурсов всегда достаточно подписки, лайка и коммента к любому видео. Проходят 15 и 30 числа каждого месяца. На вопросы в комментах отвечаю всем сам и обязательно, иногда через день. Дальше. Седьмое. Функционал. Я могу вам сказать откровенно, что если программисты Hey Plus не придумают, как им ввести функции того же секундомера и подсчета грибков при плавании, грош им цена. Такой аппарат с таким запасом возможностей и без секундомера. Пока
пока все на этом поприще у Mi Band 3 на данный момент лучше, но я уверен, что это временно. 8. Программная среда. Ее пока даже сравнивать не хочется, и дело даже не в том, что Hey Plus весь на китайском и даже английского нет. Программа Hey Plus есть на английском языке, но сам браслет будет все равно на китайском, а дело в том, что под него на данный момент даже альтернативных программ для выгрузки активности в Страву не имеется. Да и в принципе, активность, как в том же Mi Fit, вы сами на телефоне включить не сможете, программа под это не настроена. Никаких вам Notify and Fitness, умных сторонних будильников и обоев. Понятно, что Hey Plus больше помощник в урбанистическом мире большого города, китайского города, с метрополитеном, транспортом по бесконтактной оплате, дверями с компьютерным замком и умным домом. Но ведь ничего не мешает расширить те функции, которые и так есть. 9. Пульсомер. Да у них они даже внешне похожи. Я уверен, что программные алгоритмы подсчета пульса одни и те же. Как и все браслеты, они считают с помощью встроенного фотоэлектрического датчика пульса PPG. Стандартно считают пульс, но если Mi Band 3 уже можно настроить так, чтобы он мониторил ваш пульс перманентно, то Hey Plus пока такого не может. И я боюсь, это не скоро появится. По заявлениям продавцов, у Mi Hey Plus лучший акселерометр. Но как это сравнить, кроме относительного сравнения шагов, тем более не ясно, кто будет в этом случае прав. В попытке сравнить эти два браслета я прошелся с ними 7000 шагов, взял с собой часы Amazfit Stratus, у которых акселерометр априори лучший, потому что он проверен на практике. Но во всяком случае он точно лучший из всех Amazfit'ов. Более точен в определении расстояния и количества шагов. Более точным в определении расстояния в моем тесте оказался Mi Band 3. У него было 7615 шагов. У Amazfit'а было 7515 шагов. У Mi Hey Plus было 7395 шагов. Промежуточные результаты во время прогулки были примерно те же. Могу сказать одно: количество шагов они показывают приблизительно одинаковое, если носить их на одной руке. Практическое удобство использования. И здесь все начинается с мелочей. Для начала, чтобы зарядить Hey Plus, в отличие от третьего бенда, нет даже необходимости вынимать капсулу из ремешка. Ремешок у Hey Plus почти такой же, но по ощущениям он удобнее. И пусть они приблизительно одного веса, при носке из-за геометрии ремешка, корпуса и датчика пульса Hey Plus ощущаются едва заметно меньше, чем Mi Band 3. Итого, можно сказать, оба аппарата очень достойны. Если смотреть на перспективу, я бы на вашем месте присмотрелся к Hey Plus. Одна только возможность на обоих ставить качественное фото любимого человека или близкий сердцу вид — это вам не фоторамка 90-х, это AMOLED на вашей кисти. Если браслет нужен сейчас, стоит брать третий бенд. Ссылки на браслеты в описании. Мое мнение не учитывайте. Я так намучился с настройкой Hey Plus, что сейчас к нему, наверное, неравнодушен, поэтому не могу быть максимально объективен. Еще раз напоминаю про конкурсы. Условия в описании. Видео на канале минимум раз в неделю, чаще 3 раза в неделю. Чтобы участвовать в конкурсах, достаточно всегда подписки, лайка и любого осмысленного коммента. Подробнее в описании к видео. Удачи вам, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Польза.com рекомендует думать и выбирать.